Привет. Представьте, что в условной Assassin's Creed Odyssey или Biomutant главный герой стал кораблем, а мир вокруг превратился в открытый космос. На самом деле даже представлять не надо, достаточно поиграть в Everspace 2. Это космический экшен с элементами RPG и аркадной боевкой, причем космический он еще и в плане масштаба игры. Как доступная для изучения карта, так и геймплейные возможности корабля поражают объемом. Карта делится на отдельные регионы, а в каждом регионе несколько планет, где есть место небольшим космическим станциям, городам, шахтам и даже руинам древней инопланетной цивилизации. Исследовать все можно и нужно, ведь добытые сокровища чаще всего являются собой новую пушку для корабля, элемент брони, чертеж для крафта или ресурс для создания пушек и брони. Ну какая современная игра без крафта? Создается все крайне просто в отдельной менюшке по нажатию кнопки. Можно самому создать элементы экипировки корабля, расходники в виде ремонтных наборов, а можно создать другой вид ресурсов, не для крафта, а для апгрейда. В Everspace 2 у вас есть целая команда напарников, вот только они не путешествуют с вами, а дают пассивные бонусы. Хотя пассивный бонус одного из напарников – небольшой шанс его появления и помощи в битве. В остальном же напарники – это прокачка ваших пассивок. Хотите увеличить объем хранилища? Вкидывайте ресурсы в напарника. Желаете дешевле ремонтировать корабль после битв? Кормите своего братишку хламом и деньгами. И даже если вам понадобилось на долю секунды уменьшить задержку функции ускорения корабля, это тоже качается путем кормления напарника ресурсами. Причем для этой прокачки используется космическая руда, она своя в каждом секторе и периодически ее запасы обновляются после того, как вы высосали все доступное из планеты. Отдельно качается сам персонаж. Каждый уровень мы получаем очки для навыков корабля, вот только эти навыки сначала надо либо найти, либо купить на станции. Навыки разделены на атакующие и поддерживающие. Атакующие направлены на нанесение урона врагу, а поддерживающие на сохранение собственного здоровья, в том числе возможность быстро свалить из передряги. Вкачав навык на максимум, мы открываем модификаторы, их 3 у каждого навыка. Ускорение можно сделать меньшей продолжительности, но быстрее, а можно придать нотку агрессии и добавить немного урона при вжатии гашетки. Можно вообще ничего не выбирать и оставить просто максимально прокачанный навык, все зависит от вашего выбора. 3 – это вообще волшебная цифра для Everspace 2. Даже полоски жизни по сути 3. Одна – это восстанавливающийся со временем щит, вторая – броня обшивки, восстанавливающаяся при убийстве врагов, а третья – здоровье корабля, которое без ремонтных наборов уже не восстановить. Кстати, помимо лечилок есть множество предметов, от временного щита с бессмертием до турелей, генератора невидимости и восстанавливающих наборов. Это не аптечки. В бою вам могут критично повредить один из элементов экипировки корабля, и восстановить его можно либо ремонтом на космостанции, либо таким вот ремнабором. Со временем откроются торговцы кораблями, и масштаб увеличится. Вы можете резко сменить стиль игры и вместо резвого истребителя взять неповоротливый бомбардировщик с огромным слоем брони и бесконечными ракетами, или же наоборот, взять миниатюрный и скоростной корабль, чтобы удивлять врагов своей маневренностью. Плюс у каждого корабля, помимо разных характеристик, есть ульта, способность, заряжающаяся от убийства врагов и способная резко изменить ход боя в вашу сторону. Если же хватит денег, то можно купить несколько кораблей и менять их в зависимости от миссии, а вот купить кому-то из напарников корабль и кататься в компании нельзя, увы. У пилота же помимо очков для навыков корабля есть свои перки. Каждые 5 уровней, вплоть до 30-го, появляется 3 перка на выбор. Опять же, при желании можно либо не выбирать вовсе, либо поменять по ситуации. Возможно, маленькому и хлипкому кораблю будет выгоднее взять навык на 10-секундную неуязвимость при получении смертельного урона или уменьшение урона при ускорении, а летающей крепости выгоднее взять перезарядку щита при убийстве врага. Прибавьте сюда разнообразие корабельных пушек, от картечных для ближнего боя до гаусса для стрельбы с такого расстояния, что противник даже не успеет понять, откуда пришла смерть. Получается безумная вариативность геймплея, пусть и в заданных рамках аркадных космических боев.
И все это происходит на разнообразном антураже, опять же объединенном космической темой. В каком-то секторе сияет холодом потухшее солнце, где-то наоборот видна классическая, пылающая жаром звезда. Так и планеты. Где-то ждет почти родная земная пустыня с диковинными растениями, а где-то среди скал пугающе течет лава, при приближении к которой термические сенсоры корабля сходят с ума от показателей жара. Даже тот минус, которому посвящены некоторые негативные отзывы в Steam на русском, исправлен. В релизной версии все же добавили обещанный перевод. Однако, если посмотреть на Everspace 2 с другой стороны, то... Представьте, что в условной Diablo 3, Destiny или любой другой гринделке цветных шмоток главный герой стал кораблем, а мир вокруг превратился в открытый космос. На самом деле даже представлять не надо, достаточно поиграть в Everspace 2. Это типичный лутер-шутер, или если угодно диаблоид в космосе, с элементами RPG и аркадной боевкой, причем масштабы гринда тут воистину космические. Начну с того, что без гринда пройти игру даже на обычной сложности вряд ли получится, если только вы не боевой ветеран или Dangerous или других космолетавок. Каждое задание в Everspace 2 требует определенный уровень, как в типичном лутер-шутере. Если ваш уровень на 3 уровня ниже задания и игра цветом вам показывает, что враги чересчур опасны, то боты снесут вас со скоростью света. Максимум на 10 секунд можно продлить жизнь пассивкой, спасающей при получении смертельного урона, но по ее истечении вам сделают контрольный в голову. Обратная история с врагами на 3 уровня ниже. Они не приносят толком опыт, награды с них падают соответственно низкоуровневые, так что ощущаются они как назойливые мухи. Так вот, даже проходя некоторые сюжетные побочки, ближе к финалу вы уткнетесь в ограду из ограничения по уровню основного квеста. И именно что проходя некоторые сюжетные побочки, а не гринди космос как ошалевший. Тут дело в том, что заданий, кроме основного квеста, тут два типа. Синие квесты — это полноценные побочные истории с хоть каким-то смыслом, а иногда и новыми фишками геймплея в духе сканера живности. Зеленые квесты — это бесконечная генерация задач «сгоняй и убей» или «сгоняй и принеси». Разница только в том, кого убить или же что и куда принести. Причем для раскачки, как в хорошем диаблоиде, нам нужно грамотно действовать и игнорировать квесты «подай-принеси», потому что экспа там дается только за выполнение задания, а в боевых квестах мы получаем опыт как за выполнение, так и за бои, что немного обесценивает примерно половину зеленых квестов. Но одним уровнем сыт не будешь, нужны красивые, яркие шмотки, и еще чтобы вашему уровню соответствовали, потому что легендарная пушка 17 уровня при 23 уровне персонажа будет абсолютно неактуальна в плане наносимого урона, ведь характеристики врагов подстраиваются под уровень. Можно пушку качнуть, но для этого нужны детали, а детали надо добывать, ломая шмот. Причем для апгрейда шмотки эпической редкости нужны детали эпической редкости, а они добываются разломом эпик шмотки. Так что апнуть легендарную пушку всего на один уровень, не сломав до этого легендарную вещь, попросту не получится, поэтому механика апгрейда топ-шмота актуальна лишь для эндгейма. Без гринда за основной сюжет вы в лучшем случае получите случайно одну легу, а апгрейдить уровень мусорных зеленых шмоток смысла нет, они и так будут сыпаться с врагов. Лучший вариант фарма шмотья, кроме эндгейм контента в виде порталов в духе нефалемских порталов из Diablo 3, это точки повышенной опасности. Иногда с врагов падает штука, создающая точку скопления врагов. Уничтожаем там всех, после чего уничтожаем босса, и с него сыпется фонтаном шмот, как в Borderlands, Diablo и подобных играх.
Только враги в этих высокоопасных точках наделены пассивным апгрейдом. То мины после смерти оставят, то здоровья их не видно, то вообще 2 босса одновременно появятся. И чтобы уж точно соответствовать суровым реалиям, надобно апгрейдить корабль. Нет, не в плане уже упомянутых шмоток, а брать новые вариации корабля. Изначально у вас будет серая колымага, потом у барыг откроются улучшенные версии: зеленая, синяя, красная и красная плюс. По сути, то же самое ведро красного уровня, но с чуть увеличенными характеристиками. Это такое же разделение, как у шмоток, разве что редкость заключается в появлении корабля у торговца, а не выпадении из врага. Денег без бешеного гринда хватит только на постепенное улучшение одного типа, либо резкую смену под конец. Но это опасно, если вам новый корабль не подойдет, то денег никто не вернет, придется на нем копить, чтобы вернуться к привычной машине. Самое печальное в этом всем, что гонять с точки на точку приходится самому, телепорта вплоть до финала игры не будет, да и в финале он появится строго на определенные разрабами точки. Во время перелета с планеты на планету вам абсолютно нехрен делать, кроме как глазеть на чернющий космос, но за десятки часов это надоест. Да, есть попутные активности в духе внезапных сигналов бедствия, но это очередные генерируемые враги или застрявший в минах корабль, молящий о помощи. Для разминирования, кстати, придется аккуратно подлетать к каждой мине и успевать нажать на обезвреживание, что не особо весело. Хотя поначалу радуют сигналы о бедствии, где вас просят помочь отбиться от бандитов. Радуют, потому что можно зачистить все подчистую, убить бандитов, добить торговое судно, забрать со всех вокруг шмотку, экспу и лететь себе дальше. Никто не накажет. Единственное, это в цивилизованных космических портах с инфраструктурой из-за нападения на гражданских вас в ответ атакуют а-ля полицейские. А вот все, что остается в космосе, за его пределы не выходит, поэтому никто не услышит крик торговцев, которых вы сначала спасли, а потом сами же убили. Если боевой геймплей остается приятным даже во время гринда, то вот поиск ископаемых ресурсов для апгрейда напарников, дятина похлеще моих видосов. У нас и так нет фаст-тревела, и часами приходится колесить по планетам или космосу, так тут еще и нужно тыкаться вокруг в поиске нужного камня. Тут без улучшений спутников крайне тяжело. К примеру, одна из напарниц дает цветные сферы в духе Diablo 3, которые лечат щит и броню при подборе, и игнорировать такое будет ошибкой. К счастью, ради лучшего гринда авторы, как и в случае с фаст-тревелом, ближе к финалу дадут напарника с пассивкой на просмотр процента исследований изученных планет. Беда тут в том, что для получения этого навыка нужно добыть пресловутые ресурсы. Такой вот гринд ради гринда. Что, совсем не удивительно, ведь в нем суть любого лутер-шутера, вопрос лишь в том, получает ли игрок удовольствие от этого процесса. Геймплей Everspace 2 спинномозговой. Поначалу она цепляет красотами космоса, атмосферой, но спустя несколько часов раскрывается как космический диаблоид, и хочется включить фоном подкаст или видос какого-то унылого чела с ютуба, чтобы он фоном поговорил, пока ты стреляешь в камень или уничтожаешь очередной десяток вражеских кораблей, чтобы качнуть уровень или добыть цветную шмотку для корабля. И тут атмосфера рушится, хотя красоты космоса никуда не деваются. Только воспринимаются как фон происходящего, пусть и картинка реально крутая, учитывая системные требования игры. Ранний доступ не прошел даром, оптимизация у Everspace 2 отличная, хотя в финальных битвах, где на экране несколько десятков как союзных, так и вражеских кораблей, кадры в секунду проседают, а до этого радовали стабильностью. В остальном же, на мой крайне субъективный взгляд, ранний доступ негативно повлиял на восприятие нового игрока. Взять хотя бы пресловутую механику быстрого перемещения. Как добавление патчем для раннего доступа, это круто, и ожидавший игру вновь вернется и строит эти телепортационные маяки. Но в финальной версии за считанные часы до конца сюжета это смотрится странно. Десятки часов мы летаем с планеты на планету, с созвездия на созвездие, без какой-либо альтернативы. А потом нам говорят: кстати, в игре была механика быстрого перемещения. Вот она в конце, прям как вишенка на торте. Everspace 2 непомерно огромна, и ее расширение контентом чувствуется как патчи раннего доступа. Все более-менее важные аспекты игры тебе даются на моменте, когда раскрывается возможность купить новый корабль.
Десятки часов после этого игра продолжается и ничего сверхнового не появляется, но растет масштаб. Появляются новые зоны, куда нужно лететь через порталы строго в определенных точках. В новой зоне можно добывать новые камни для новых спутников, чтобы открыть новые навыки, чтобы эффективнее добывать ресурсы. А можешь убивать новых врагов, чтобы добыть новую пушку и обшивку, чтобы эффективнее убивать врагов и дольше оставаться в живых, дабы далее добывать новые шмотки. И все это в одиночной игре. Обычно гринделки или же дрочильни уходят в онлайн, дабы гриндить было веселее, но Everspace 2 одиночная. Все это не отменяет первую часть сказанного мною. Everspace 2 реально красивая игра со множеством механик и возможностей. Ей есть чем затянуть, а любителям космоса и кораблей тут вообще рай. Одной косметики для корабля столько, что можно часами залипать, раскрашивая и примеряя детали. Но если подходить к ней как к сюжетной игре, то со временем она раскроется как гринделка, что понравится далеко не всем. Лично я в гринделке залипаю раз в год, стараюсь и того меньше, потому что для меня они ассоциируются с некой игровой импотенцией, когда ты отключаешь мозг и просто гриндишь без какой-либо цели, а потом понимаешь, что потерял кучу времени, за которую мог открыть для себя новые сюжетные игры. What have I done? Но даже о 600-м парагоне в Diablo 3 я не жалею, потому что это все необходимая разгрузка для мозга, и неспроста же не было тяги к другим играм. Если же вам нужен именно такой игровой опыт, то Everspace 2 спокойно затянет вас на 100 часов за счет разнообразия и эндгейм контента. Это не корсары в космосе и не современная вариация космических рейнджеров. Если вы знаток и играли еще во Freelancer 2003 года и мобильную Galaxy on Fire 2, кстати, ее создавали текущие разрабы Everspace 2, то не факт, что Everspace 2 вас чем-то удивит. Как космическое залипалово, это однозначно годно, но будьте аккуратны, если ищете сюжетного приключения и нового игрового опыта. И у меня на сегодня все. Если видео вам понравилось и было интересным, не забывайте поставить лайк и может даже подписаться на канал. Спасибо вам за внимание и отдельное спасибо подписчикам на Бусти, поддерживающим канал. Всем добра и до скорой встречи.